Друзья, всем огромный привет! Сегодня делюсь рецептом маринованных груш с виноградом. Это пикантная закуска, которая удивит вас и ваших гостей своим интересным ароматом и вкусом. Груши с виноградом можно такие подавать как целыми вместе с соленьями, так и порезанными кружочками. Хорошо подходят тоже и для запекания мяса, например, вместо ананасов использовать такие игрушки, а виноград вместо оливок. Вкусно, одним словом. Ну а в сезон груши довольно бюджетно, особенно если есть свои груши и виноград. Для этой цели подходит любой сорт груш. Главное только условие, чтобы груши были твердые такие, не переспелые. Даже с твердой шкуркой мы все равно ее будем счищать. Вот тут у меня 3 килограмм груш. Я их почистила. И килограмм винограда, лавровый лист и перец горошком. Дальше все расскажу по порядку. Груши очищаю обычной картофелечисткой сверху вниз. Шкурка на грушах такая довольно твердая, она нам не нужна. Внизу срезаю и вот делаю так, чтобы она ровненькая получилась внизу, и обычным таким ножом. Конечно, есть сейчас много приспособлений, чтобы удалить изнутри качанчик. Хвостик я тоже оставляю, например, если вы их будете кушать целыми. Вот получаются такие груши. Ножиком из середины качан весь удалила. И виноград килограмм беру, белый сорт винограда. Но такой стараюсь, чтобы он тоже был не переспелый, такой кисло-сладкий. И вот ягодами пересыпаю груши, где-то около килограмма, грамм 900 у меня вот так вот винограда. Укладываю все в кастрюлю. Дальше будем готовить маринад. На литр воды отправляю пол-литра сахара. Уксус яблочный. Обязательное условие — это яблочный уксус, только натуральный, чтобы не было вот такого синтетического привкуса. И 2 столовых ложки перца горошка. У меня смесь перцем горошков, там и душистый, черный перец. И вот довольно большая горсть лаврового листа. Еще буду использовать кардамон. Он у меня в коробочках, поэтому я взяла штучек 12, вот так вот, на это количество. В принципе, специи можете добавлять любые, даже и кориандр можно добавлять, и звездочки бадьяна, можете добавить гвоздику, но это по вашему вкусу. Вот освобождаю семена от этих коробочек, они нам не нужны, выбрасываем. И вот эти семена отправляю сюда в маринад. Все перемешиваю. И вот такой сироп надо, или маринад, надо закипятить. Когда он закипел, буквально 2-3 минуточки прокипело, заливаю груши с виноградом. Вот так сверху, не переживайте, что мало жидкости. Потом еще груши дополнительно пустят свой сок. Накрываю крышкой, оставляю на 12 часов. Прошло у меня 12 часов. На ночь я их оставила. Теперь смотрите, сколько еще сока пустили груши с виноградом. Сливаю все в кастрюльку. Вот лавровый лист, все, что ягоды назад. И надо перекипятить вот весь маринад. Вот такие груши, они еще и целые. Все, отправляю на огонь. Но надо встряхнуть так, чтобы те груши, которые были сверху, они оказались на дне кастрюли. Вот я их встряхнула и перекипятила маринад. Опять повторно второй раз заливаю этим маринадом. И снова буду оставлять на 12 часов. И такую процедуру я буду повторять 3 раза. Снова накрою крышкой и оставлю до полного остывания на 12 часов. Все. И
И потом вот остатки своего маринада выливаю, накрываю крышкой и забываю. Теперь прошло вторые 12 часов, я опять слила вот этот весь маринад, опять встряхнула, чтобы те груши, которые были сверху, оказались на дне. И снова третий раз заливаю этим же прокипяченным маринадом. И снова оставляю на 12 часов. Смотрите, сколько маринада, сока. Теперь, вот после третьего раза, посмотрите, практически груши покрыты полностью после третьего раза маринадом. Укладываю в баночки, но тут в грушах есть пустота, поэтому, чтобы не пропадало пустое место, и при разрезе тоже такая грушка будет красиво смотреться на тарелочке, вот отправляю в баночки. Фарширую их виноградом. И дополнительно тоже лавровый листик, перчик. Не переживайте, что тут много лаврового листа. Ничего горчить не будет. Если вам нравится вкус гвоздики, добавляйте еще гвоздику или звездочки бадьяна. То есть что угодно на свое усмотрение. Фаршируем грушки, укладываем довольно-таки плотненько в баночку. Вот из 3 килограмм груш у меня получилась, ну, пятая, где-то 800 граммовая баночка, 850, неполная. Я ее просто простерилизую, и так мы ее скушаем. Все, укладываю, заливаю сиропом. И будем стерилизовать. Весь перчик, лавровый лист, все укладываем в баночки. Сюда же. И стараемся так, чтобы вот этот маринад покрыл груши в банках. И дальше будем стерилизовать. Так как жидкость тут не горячая, то на дно кастрюли я застелю тряпочку и буду заливать. Вот еще немного маринада даже осталось. Накрываю крышками и заливаю холодной водой. Где-то вот на 1,5-2 сантиметра, не доливая до крышки. Холодной водой обязательно, чтобы, если нальете горячую, могут треснуть. И буду стерилизовать вот 15, даже 20 минут для верности. Не переживайте, они не разварятся. Когда прошло 15 минут, плотно закручиваю крышки, банки обязательно переворачиваю. Вот посмотрите, какие красивые получается. Красивая консервация. Переворачиваю крышкой вниз. Укутывать не обязательно, даже я и не укутывала, потому что там и уксус яблочный 150 миллилитров. И вот посмотрите, какая интересная ароматная закуска из груш и винограда получилась. Друзья, если вам было интересно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня это очень важно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался. Не забывайте нажимать на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. С вами была Виктория. Пока-пока. До новых интересных видео.